Здравствуйте, дорогие любители вязания! Когда я смотрела старый японский журнал Ladies Knit Collection за 1993 год и делала мастер-класс по вязанию узора вот к этому жакету, мне понравился еще один жакет с замечательным узором. Посмотрите, какой он нежный, изящный, воздушный, красивый. Я бы назвала его двухсторонним, потому что изнанка смотрится тоже очень хорошо. Палантины, шарфы прекрасно будут смотреться таким узором. Ну и любые вязаные вещи на любой сезон, смотря из какой пряжи вы вяжете. В журнале связан жакет таким узором. Очень он мне понравился. Узор несложный, но мне так захотелось его связать, что я не удержалась. Ну и вот хочу показать вам. Может быть, вам тоже это понравится. Давайте посмотрим на схему. В этот раз схема немного лучше. Я ее оставлю, но, как всегда, я ее переделаю. Сначала я скажу то, что я говорю всегда, когда мы вяжем по японским схемам. Все условные обозначения на схеме показаны так, как они выглядят на лицевой стороне изделия. Эти схемы очень удобны для вязания по кругу, потому что все ряды показаны как лицевые, и по кругу мы вяжем все ряды, читаем схему справа налево. При поворотном вязании мы лицевые ряды читаем справа налево, в данном случае они у нас нечетные. Затем поворачиваем работу, вяжем изнаночный ряд, но в изнаночном ряду мы будем читать петли наоборот. Вот показано, что пустая клеточка – это изнаночная петля на лицевой стороне и лицевая петля на изнаночной стороне. Значит, если у нас на изнанке будет пустая клеточка, мы будем вязать ее лицевой петлей. Лицевая петля, соответственно, на изнанке будет вязаться изнаночной петлей. Здесь узор удобен тем, что в изнаночных рядах петли провязываем по рисунку. И накиды мы будем провязывать изнаночными. Если вы вяжете по кругу, то в изнаночных рядах также будут петли вязаться по рисунку. Накиды будут вязаться лицевыми. Это что касается всех японских узоров. И теперь конкретно об этой схеме. Раппорт узора составляет 16 петель в ширину и 24 ряда в высоту. Вот он, раппорт узора. Но перед раппортом мы вяжем 2 петли для симметрии узора, и после раппорта мы вяжем еще 17 петель для симметрии узора. То есть мы вяжем еще один такой раппорт, и вот уже в конце еще 2 ряда провязываем по-другому. Я сейчас делаю мастер-класс. Мы свяжем с вами 2 петли перед раппортом и петли раппорта, 16 петель. Второй раппорт вяжется точно так же, как первый, только в 11 и 13 ряду, вот 11 ряд, мы между раппортами вяжем 3 вместе лицевой. И дальше повторяем раппорт. И в самом конце мы вяжем не 3 вместе лицевой, а 2 вместе лицевой. Сейчас мы будем с вами вязать. Мы дойдем до 11 ряда, и в 11 ряду я вам напомню про 3 вместе лицевой, а провяжем мы 2 вместе лицевой. Ну, это уже будет понятно в процессе вязания. И еще в этом узоре первые 2 ряда, они в раппорт узора не входят. И первый ряд показан лицевыми петлями, и во втором ряду уже петли вяжутся по схеме. Кто со мной уже вяжет, как вы знаете, я первый ряд вяжу точно так же, как второй. Мне так удобнее. Ну вот, наверное, все. Что-то, если кому непонятно, задавайте вопросы. Схема будет перед вами. Давайте начинать. Набираем на спицы 20 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываем изнаночной. Вяжем первые 2 ряда установочные, они не входят в раппорт узора. Первый лицевой ряд. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. 7 лицевых.
Затем 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая и 1 изнаночная. Обращаю ваше внимание на то, что перед вами только часть схемы, то, что мы сейчас вяжем в данный момент, а полная схема, отредактированная, будет в конце видео. Второй изнаночный установочный ряд. И во всех изнаночных рядах этого узора петли вяжем по рисунку. По рисунку это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. Такие ряды я в видео пропускаю, и мы вяжем их самостоятельно, каждый со своей стороны. Провязали 2 ряда, которые не входят в раппорт узора, служат для подготовки к узору. И начинаем вязать узор. Третий лицевой ряд. 2 лицевые. Эти 2 петли перед раппортом. Они вяжутся один раз в начале ряда. Далее 3 изнаночные. Теперь 2 петли нужно провязать вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Я вяжу бабушкиными петлями, у меня уже петли неудобно лежат. Для этого мне их нужно развернуть и подхватываю за передние стенки, провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее будет 1 изнаночная, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 1 изнаночная и 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Здесь у меня удобно лежит лицевая петля и неудобно лежит изнаночная. Я разворачиваю петли, чтобы они лежали одинаково, и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее у нас будет 3 изнаночных и 1 лицевая. Это мы провязали 1 раппорт. Если вязать дальше вещь, то повторяем снова 16 петель раппорта. Первые 2 петли не вяжем. В 4-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, и накиды мы здесь будем вязать изнаночными петлями. 5-й лицевой ряд. 2 лицевые петли перед раппортом и петли раппорта, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, лицевая, накид, лицевая, 1 изнаночная. Это вот центральная петля. Относительно этой центральной петли мы узор вяжем в зеркальном отображении. Лицевая, накид, лицевая, изнаночная. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 2 изнаночных, 1 лицевая. В 6-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 7-й лицевой ряд. 2 лицевые петли перед раппортом, петли раппорта, 1 изнаночная, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, лицевая, накид, лицевая. Далее 1 изнаночная, лицевая центральная петля, 1 изнаночная, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая. В 8-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 9-й лицевой ряд. 2 лицевые петли перед раппортом, петли раппорта, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная,
лицевая, накид, лицевая. Далее изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, 1 изнаночная. В центре ромба мы вяжем жемчужный, крупный жемчужный узор или узор рис. Далее будет 1 лицевая, накид, лицевая, изнаночная. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Я вот изнаночную петлю сразу разворачиваю за лицевой. И 1 лицевая в конце ряда. В 10 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 11 лицевой ряд. После кромочной провязываем лицевую петлю и 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Далее будет 1 изнаночная, лицевая, накид, лицевая. Затем узор рис, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и еще раз изнаночная. Затем лицевая, накид, лицевая, 1 изнаночная. На большой схеме показано продолжение узора, и если вы будете вязать еще один раппорт, следующий, то здесь мы будем вязать 3 вместе лицевой, средняя петля по центру. Это значит, нужно вторую петлю выставить на первое место, вот так поменять местами петли и провязать 3 вместе лицевой. Вот так вот должно получиться. Это в том случае, если вы вяжете дальше. Если это вы заканчиваете вязать, это уже последний раппорт в ряду, то мы провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я думаю, вам это понятно. Просто чтобы мне не вязать сразу одно и то же, не удлинять видео. В 12 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 13 лицевой ряд, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая. Еще это повторяем так 3 раза. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И еще раз изнаночная петля. Затем лицевая, накид, лицевая. И снова, если вы продолжаете вязать следующий раппорт, то между раппортами вяжете 3 вместе лицевой, средняя петля по центру. Если вы завершаете ряд, завершаете уже его, то провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. В 14 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 15 лицевой ряд, 2 лицевые, делаем накид, 1 лицевая, изнаночная петля, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 3 изнаночных, 1 лицевая, это центральная петля, 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, лицевая, накид, лицевая и кромочная петля. В 16 ряду петли вяжем по рисунку. 17 лицевой ряд, 1 лицевая, 1 изнаночная и петли раппорта.
лицевая, накид, лицевая, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночных, лицевая, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная петля, лицевая, накид, лицевая и 1 изнаночная. Теперь узор рис у нас будет вывязываться за ромбом. Ромбы будут в шахматном порядке. В 18 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 19 лицевой ряд. 2 лицевые, 1 изнаночная, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая петля, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, 1 изнаночная и 1 лицевая. В 20 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Двадцать первый лицевой ряд, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, изнаночная петля, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. В 22 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 23 лицевой ряд, 2 лицевые, изнаночная, лицевая, изнаночная, далее лицевая, накид, лицевая, 1 изнаночная, 3 петли провязываем вместе лицевой так, чтобы средняя петля была по центру. Я вам в 11 ряду уже показывала. Сейчас второй способ. Можно вот так вот подхватить первую петлю сзади и вторую петлю сзади и вернуть петли на левую спицу, и у нас вторая петля на первом месте. 3 вместе провязываем лицевой, и у нас средняя петля получилась по центру. Далее будет 1 изнаночная, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. В 24 ряду петли вяжем по рисунку. 25 лицевой ряд, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее лицевая, накид, лицевая. И снова 3 петли нужно провязать вместе лицевой, так, чтобы средняя петля была по центру. Вот у меня петли лежат по-разному. Мне нужно их развернуть, чтобы они одинаково лежали. Вот изнаночную петлю я разворачиваю и следующую изнаночную за лицевой. И теперь меняем петли местами, выставляем среднюю петлю перед первой и провязываем 3 вместе лицевой. Далее будет лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная петля. В 26 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку,
Это последний ряд раппорта. Смотрите, как получилось красиво. Очень красивый ромб мы вывязали. Посмотрите, очень мне нравится. Мы провязали один раппорт в ширину и один раппорт в высоту. И когда мы свяжем несколько раппортов или изделия таким узором, то мы получим вот такую красоту. Ставьте лайки, если вам понравился этот узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!